О, здесь кусты растительности, оказывается. Было? О, увидел, да. Ну и как мамка. Не, ну рыбу, хотя бы рыбу увидели. Блин, зацепился за траву. Да я понял, я видел, что трава. Так, ну-ка. Так, у Константина был первый выход хоть какой-то. О, вон она. Да, прогуливается. Скоро камень коснемся. Угу. Слушай, она килограмма 4, наверное. Ушла. Ну, она вообще у нас за спиной, мне кажется, где-то. Она же зашла с другой стороны лодки. Опа! Нет, пришла. Не знаю, она... А? Да, я не знаю, она или другая, но... По крайней мере, я ее оттуда притащил. Нет, ты-то да, и я оттуда ее притащил. И вот эту, которая сейчас шла за спиннербейтом, я тоже оттуда притащил. Прям хочется какую-то миноху, чуть ли не тонущую. Но все-таки она достаточно стеснительная. То есть касаний не было ни одного. Или у тебя была атака? Не было касания. Только провожала. Ну, то есть тоже только пришла и все, да? Вот уже 4 раза ее, получается, мы видели. Так, друзья, дождались такие поклевочки. Камера была не включена, уж долго. Очень порожняком она работала. И вот, наконец-то, поклевочка на новую для меня приманку. Да, спереди, сбоку точнее. Так вот, небольшая щучка. Постараюсь во всяком случае как-то поаккуратнее это сделать. Не дергайся. Она у нее оба тройника. Что? Ага. Получилось. Да.
В общем-то, откуда-то вот отсюда, где мы сейчас. С пустой воды, можно сказать. Оп, был выход. Подбило прям как. Пропал контакт. И чего? Все просто. Мазало и все. О, вон она. Нифига себе. Хорошая была. Пока я тут прыгал. Ну, потому что ты пока не научишься контролировать себя. О, вот, ну, еще опять было касание. Это было явно покрупнее. Друзья, у Константина внезапно вот там между камнями совсем на мелководье всадила какая-то. Смотрите, как она борется, он за камни уходит. Тихо, 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 выше, выше. По камням только этим самым. Тихо, тихо. Да держись ты ж на ногах-то. Главное об камни не обрезать. Шнур. Большая рыба-то. Ну как? Она бывает. Вот она. Как я ее запагрил. Давай я ее быстренько сдерну. Да. Тихо, тихо, тихо. Рыба большая, смотрите. Ну это может быть это. Да, спасибо. Стоит, думаю, тут пошла. Вот смотрите, совсем вот здесь вот сотмели с камней. Да. Камера была выключена. Я говорю, Костя, кидай туда, ты сейчас нас туда подтянешь, потому что у тебя клюнет. И у него клюнуло здесь. Да. Любимое Костино место. Мелководье. Мелководье минимальное вообще самое. И 100 СР красноголовый, как обычно. Нет, это камень. Камень не надо подсекать так. Фу. С трудом справились. Она как начала тут метаться. Боялся, что вот об эти края каменные обрежет. Целенький. Да не, ну он просто скользил, но не обрезался, слава богу. Такая приплюх. Да я думаю, что под 5. За 5. Как живец. Ну. Она же зацепилась в районе холки, поэтому ей очень удобно было тащить куда-то. Костя не может с ней ее управлять. Пока камеру включал, она несколько таких пируэтов там на мелководье сделала. Сначала за камни завела, потом чуть ли не в обратную сторону за камни завела. Жаль, сама поклевка прошла мимо, но я уже говорил, что невозможно снимать непрерывно. Уж больно много надо. Сегодня поклевки у нас пока что редки. Это, в общем-то, вторая рыба, которую мы поймали за все утро. Выходы были. Да, выходы были. Это, конечно, рыбина хорошая. Если бы она клюнула еще честно в рот. Хотя, видимо, она промахнулась, развернулась, но крючок ее нашел. Все-таки ты наделся на этот камень, да? Другой. Ну нет, я видел, что ты через него... Ох! Вот она так. Вот она та, которая, видимо, в предыдущие разы выходила. Ну я зацепил. Отцепился? Ну и славно. Ох! Хорошо идет. Хорошая рыба. О, стравливает даже чего-то там. Да. Да. А?
Ну, я не знаю, та не та, но хорошая рыба. Покрупнее моей предыдущей. Да, это точно. Так, сейчас пока надо определиться. 6 кило. А достань, Константин, взвешивалку. У нас кроме пары приманок от Рапполы появилась еще и сумочка для взвешивания. Если она не свалится, то мы даже ее опробуем первый раз. Не, просто пока ее достань, там положи у себя где-нибудь. Так, за что ее брать? Там не видно, что у нее в пасти-то. Догнала. Так, надо брать правой рукой. Все, бросай, давай подскочи мне. Так, нужна помощь. Не, вот это придержу. Так. Воду нам не надо взвешивать. Подожди. Да не, я просто блок. Подожди. Так, воду слили. Вот так вот. Она мордой тыкается вот в такую вот Кармашек удобную штуку. И теперь намордник. без мешка. Сейчас мешок взвесим. Когда-то. Да, сейчас мы ее прямо отсюда и отпустим. Не, пошла. Ну пошла и пошла тогда. Пусть канает. Да, и пусть канает. Подожди. Подожди. Ну, пакет весит такой вот влажный, 700 граммов. Кранчиком. Да что ж такое-то? Прям присела плавненько. Но тоже, судя по всему, неплохая рыбка. Тоже, наверное, вдогоночку за хвостиком шла. Не та же самая, интересно? Нет, поменьше. Вот на тех. А? Легко должна сняться. Да, я надеюсь на это. За самый. Ну, я говорю, вот она есть. Хитрый ход. В каком плане? Зацепила, она перецепилась. Нет. В крючок. О-ху-ху-ху! Пошла массовочка. Осторожно, Константин, дай-ка вот туда. Дай-ка вот туда кину. Волосянку снимаю. Смотри, вот эта точка вдруг, да? Это уже какая? 4-е событие, она... А что это? Это опять поклевка была у меня? Похоже. Или трава, или камешки. Ну, выглядела как поклевочка. Вон она, вон она, вон она. Все-таки это была рыба. О!
трясучка. Ну, давай, нам пару пошли. Забагрилась. Подбагрилась, точнее. Ну что ж, Константин сразу же отметился своим классическим. У меня тут тоже красноголовая новинка. Рапала. X-Rap Scoop. 14 сантиметров. По 58 граммов. Я уже немножко ее покидался. И что могу сказать о ней? И Константин вчера кидался. Можно сказать, что, конечно, лучше ее бросать с кастинга. Не только потому, что она такого достаточно большого веса. У Константина есть приманки и потяжелее. Но они нормально летят с мясорубки. А здесь все дело в том, что вот этот передний тройник при забросе не с кастинга, он постоянно перехлестывается. То есть надо притормаживать в полете, а иначе перехлесты замучают. Да, и поводочек пожестче. А с кастинга, конечно, этой проблемы нет, потому что катушка вся снасть выравнивает в полете приманку. Кроме этого, приманка очень нежно относится к подцеплению каких-либо водорослей. То есть игра сразу же сбивается, и приманка даже выходит на поверхность, начинает тащиться, как простая ложка, не огруженная какая-нибудь. А так под водой вот мы видим, что она совершает широкие колеблющиеся движения. Галсы. Можно попробовать, конечно, сдергивать растительность резкими рывками, но приманка выпрыгнет, перехлестнется с поводком, и мы, в общем-то, получим ту же самую проблему, от которой хотели уйти. Поэтому лучше просто контролировать ее заглубление подъемом спиннинга. Чем ближе, тем можно опустить. Ну и тут уже становится видно, как она играет. И можно даже замедлить проводку отчасти и опустить спиннинг вниз. А на дальнем выбросе, конечно, желательно удочку поднять, вращать катушку достаточно быстро. Конечно, это приманка для быстрого облова больших площадей. Ну, в принципе, в этой акватории мы практически всегда именно этим и занимаемся. Ну, совсем нормальный парус, смотри. Пришлось немножко починить парус, он там порвался в одном месте. Пришлось с помощью флюрокарбона и отвертки из мультитула проткнуть пару отверстий и связать флюриком края рваной раны парусной. А иначе парус штопорил, быстро собирался в узел, стропы перекручивались, и он переставал, в общем-то, работать как надо. И держал хуже. Хотя порвался просто, видимо, уже от времени по какому-то из швов. Вчера вытаскивал, когда я его из воды.
Опа, нифига себе, какая лапи. Слушай, что они тут делают? Смотри. Развод. Это опять, видимо, пришла за моей колебалкой и... А вот и она. Ага. Вот кто-то сел. Очень хорошо упирается. У меня удочка до 100 граммов. Либо уже... Да не получается туда. Угу. Просто вот из-за того, что она так вот у нее... Крючки такие, что... Крючки такие, что... Ну, блин, главное еще и хрен вынешь. Давай, бросай. Наливай. Продолжаем рыбалочку. Рыбалочку. Такое слово, рыбалочку. Такое оно. Вот такая у меня секси-сеньорита. Цвет морской. Новая приманка. Flash Minnow 130 МР морская. Тонущая. Вот она раз и тонет. Система дальнего заброса. Хочу тут на мелководье в приглядку, не сильно далеко забрасывая. Хочу затвичить кого-нибудь активным твичингом. Видя, как она дергается. Здесь он глубина очень небольшая. Над ковром травы. Тут такая тишина, сейчас и гладь, что аж можно даже было бы, наверное, топ-вотерами побаловаться. Затвичил. Таки затвичил кого-то на морскую флешечку. Вот она идет параллельным курсом. Флешечка. Вот. Ничего себе. Фотоаппарат возьми, пожалуйста, Константин. Так, где там у тебя эти замечательные тройники-то? Такие тройники, что так просто. Думаю, что... А? Сбоку атаковала. Так. Что у тебя? Она вокруг нее отмотала. Да, ничего страшного. Я думаю, она выскользнет как-нибудь. Вот так вот. Вот такая вот секси-сеньорита. Красивый цвет, ничего не скажешь.
Ты там чем твичишь-то? 128-м? А? Затвичил? Так. Константин затвичил кого-то на... Давай на другой борт. На это зачем? Такую мелочевочку. Ага, классический меч. Не 128-м. 130-м. Флэш-мину. Вот что такое дикое-то? Эй, Диккенс. Угомоникинс. Так и затвичился. Константин умеет твичить. Твич всему голова, говорит Константин. Ты чем так туда мечешь-то? А? Красноколовым. Вот она. О, как она забилась. Давно такой рыбалки у меня не было. Сказал бы генерал Иволгин. Вот, затвичила. Хорошо сидит. Слушай, хорошая рыба. Костик, бросай ты заниматься своим, вот именно, вот. Сука! И не так, и не мать. Смотри. Такая зяба кривая. Да, она похожа вперед. Ой, чуть был не наткнулся на этот. Похоже, она с опережением вдарила. Пасть большая. Вот так вот. Ну, что ж делать. Дерьмо случается. Но рыбка была приличная. Фух. Похоже, пасть большая, она там у нее скукожилась в пасти это и ни за что не зацепилась. Да, из-за травы. Ну, и трава там еще и... Ботва, трава. Здесь вода, смотри, Да, она такая. прозрачная, но темная такая, торфяная. Солнышко вышло, смотри, почти. О, блин, фига себе. Как атака. Как атака. Ката-ката. Ката-ката-ката-ката. О, да блин, это была атака. Смотри, вот она еще раз. Уже возле лодки. Слышишь, это все-таки была как атака. Понимаешь? Блин, нифига себе, как перекрутилась. А вот, раскрутилась. Это была все-таки как атака, потому что возле лодки еще раз она как атанула. Как атака-така, как атака-та. Ката-ката-ката-ката-ката-ка. Ух, там как атака была. Теперь
Как это, клевака была раньше, здесь как атака. О, смотри, смотри, смотри. Че, он продолжает кого-то гонять там. Смотри, ты молодец, перебросил даже. Ну-ка. Ну-ка, Константин. О, давай. Была. Я верю, я видел. Ну, пошла, дотянешь ты ее, она уже сидит. У тебя же как атака, а ты не как атакаешь. Вот что значит система дальнего заброса у поинтера 100СР. Константин не только увидел как атаку, но и забросил. И как атака, смотри, хорошая, как атакующая щука сорвалась. Чуть было в лицо мне не прилетело это, как атака. О! Как атака? Как атака. Не, как атака не китайская, а какое-то греческое. Знаешь, сиртаки, катакаты, как атаки. Смотри, блин, ноябрь. Щука на поверхности проявляет себя и атакует даже. И даже как атакует, я бы сказал. Блин, как он мечется, оказывается, да? Но не перехлестывается, что удивляет, что радует, точнее. Ух ты! А Константин хорошего какого-то. На выбросе, да? Сразу же, по-моему, на шлепок. Ты схитрил как. Ты сперва поймал травушку, чтобы развернуть лодку носом туда, а потом сделал туда заброс, и все, и вот, пожалуйста. Готово. Давай ее сюда. К хирургическим. Да, желтенькая, загорелая. Ржавая. У нее даже язык, смотри, такой же загорелый. Так, не приподнимай. Сами знаем, что неприятно. Дергайся. Быстрее отпустишься. Рыжуха. По кличке Рыжуха.